Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Здесь решаем задачи лид-кода. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Погнали! Сегодня решаем задачу 2251. Количество цветов в полном цветении. Уровень Hard. Дан двумерный массив Flowers, где каждый элемент массива – это начало и окончание цветения определенного цветка. Также дан массив People, который содержит список людей, которые приходят в определенное время, и задача вернуть массив, который показывает, сколько цветов в полном цветении увидел каждый человек из массива People. Как будем это решать? Посмотрим наглядный рисунок из примера 1. Допустим, посмотрим, как мы можем найти искомый ответ, к примеру, для первого человека, который пришел в период времени 2. Общий принцип решения тут такой, что мы будем считать, сколько цветов начали цвести до того, как человек пришел. То есть он пришел в момент 2, к этому моменту начал цвести один цветок, первый. И из количества цветов, которые начали цвести, мы вычитаем количество цветов, которые закончили цвести к этому моменту. Для периода 2 это 0. То есть в ответе для первого человека будет 1. Аналогично для второго считаем, что к моменту его прихода, то есть момент 3, начали цвести двое цветов. Закончили же при этом 0. То есть ответ 2. Для третьего у него период 7. И к периоду 7 мы видим, что начали цвести 3 цветка, закончил же 1. Вычитаем из 3 1. Получается, он смог увидеть 2 цветка. Это наглядно видно на рисунке. И аналогичным образом для последнего мы получаем тоже 2. То есть, соответственно, как мы видим в примере. Теперь, как это реализовать в коде? Для начала нам нужно получить отдельные списки начала и окончания цветения. И эти списки нам нужно отсортировать. То есть давайте это и сделаем. Заведем переменную starts. Это список всех периодов начала цветения. Вызовем сразу функцию сортировки. И внутри функции запишем такое выражение. То есть мы берем только первый элемент из каждых двух элементов, start и end, в списке flowers. Аналогично запишем окончание цветения. Тоже отсортируем по возрастанию. Но на этот раз берем окончание. Также из двух элементов в списке flowers. Теперь у нас есть два списка с началом и окончанием цветения. Покажем наглядно, что у нас получается. То есть, допустим, у нас есть такой исходный список. И далее покажем, что мы имеем в списке starts и ends. В старте мы имеем такой список. Это 1, 3, 4, 9. В списке окончания у нас есть 3, 7, 12, 13. Так, теперь, что нам нужно? Чтобы найти количество
цветов, которые начали цвести в какой-то определенный момент. То есть, к примеру, рассмотрим момент 7, как такой очень показательный. Смотрим на первый список. В первом списке, в списке стартов, у нас есть элементы 2, 3, 4, 9. Чтобы понять, сколько цветов успели начать цвести, мы видим, что мы должны получить 3. Чтобы это получить, нам нужно найти позицию, в которую надо добавить наш элемент, это семерка, чтобы слева от него список был отсортирован. Для этого в Python есть функция bisect left и bisect right. Разница этих функций в том, учитывает ли эта функция конкретное искомое значение, если оно присутствует в списке. В случае стартов нам не надо это учитывать. То есть, допустим, к примеру, для тройки. То есть для тройки у нас есть уже 3 списки, и если мы не будем учитывать, то в ответе мы получим единицу. Но по правилам у нас должна быть двойка. Соответственно, мы должны вставить элемент далее после найденного элемента, после тройки, то есть с индексом 2. В случае же окончания, особенно наглядно видно на примере с временем 7, на старте мы получаем 3, то есть индекс 3, и, соответственно, 3 цветка успели зацвести. Но при этом в окончании мы должны получить только 1. Соответственно, мы должны вернуть индекс 1, а не 2. То есть семерка в данном случае учитывается. Напишем это в коде. Сразу вернем список и вызовем. Так, нам надо из числа тех, кто начал цвести, вычесть тех, кто закончил цвести. Соответственно, нам надо выбрать, где использовать bisect right, где использовать bisect left. Так, для стартов нам надо максимально правый индекс при наличии числа в списке. То есть в данном случае bisect right. Первый элемент это старты. Второй элемент это переменная person, которую мы определим чуть позже. Отсюда вычтем bisect left от списка окончаний, та же переменная person для person in people. Так, по идее это должно сработать, и как раз в результате мы получим искомый список с результатом. Смотрим. Так, тесты прошли. Это уже хорошо. Попробуем отправить решение. Решение принято, оно достаточно эффективно. Все хорошо. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал.